судового Водитель говорит на французском. И сейчас он тоже это делает. Я не понимаю. Осталось ехать до Монпелье всего часа полтора где-то. И в пути я уже 4 часа. И знаете, на мое удивление, я даже не устала находиться в автобусе. Сразу плюс 100 к этому месту, потому что здесь есть сиреневые цветы. Сиреневые тут не только цветы. У меня знакомый вам уже салат. И время для поесть около автобуса, пока мы стоим. Вот у киоска с хот-догами. Тем временем на этом фоне, будто я работаю в этом киоске, расскажу вам, куда я еду вообще, да? Я еду в Монпелье, это город на юге Франции. Я о нем подробнее еще дальше расскажу. Но просто сама суть, что я еду туда на автобусе. Мне тревожно летать на самолетах, и мне было интересно, куда можно поехать на автобусе из Барселоны. А это прям мой вариант, потому что я сейчас еду, и я абсолютно спокойно, радостно смотрю в окно, ни о чем не думаю, как в отличие от самолетов. Первое, что я вижу, это вот этот трамвай, который я планировала встретить здесь. В Монпелье очень разноцветные, красивые трамваи. И моя дорога проходит через жилые районы. Абсолютно милейшим образом они выглядят. Теперь эта часть пути выглядит вот так. Немного такой дикий запад. Выглядит пустынно, в таких цветах. И когда печет солнце, как будто это вызывает жажду. А особенно, если что-то ремонтируют здесь, и это вдвойне вызывает жажду. Отличное решение для парковки. Просто милейшая комната, как будто я девочка-подросток, живу в своей прекрасной французской комнате. А самое мне понравилось очень. Писали: «Добро пожаловать, Жан». Мне это очень приятно. Мое жилье располагается довольно близко к центру. Кактусы. Опять же, город небольшой совершенно, поэтому здесь очень компактно и близко. И что это, торчащая машина? Это милаха приехала. У меня появилась негласная цель — встретить как можно больше разных разноцветных трамваев. Кстати, я подошла к площади главной. Трамвай меня отвлек. Площадь Комедий. Сначала у меня не было ни одной карты. Сейчас у меня их два карты. Сейчас у меня целых 2 карты, и я теперь максимально говорю всем о том, что я просто турист. Я впервые в жизни вообще сейчас пошла в офис туризма. Пока я убирала эти карты, которые я вам показывала, пара со мной заговорила. Они спросили, увидели у меня эти карты и спросили, где я их взяла. Теперь вернемся к городу. Вот посмотрите на эту улицу. В чем особенность этого города? Исторический центр состоит в основном из вот таких вот улиц. Узких, немножко небрежных. Вот таких песочных цветах. Для меня они выглядят очень по-средневековому. Но я просто была в восторге от этих улиц, и сейчас абсолютно то же самое происходит. Я буду снимать вам очень много подобных улиц и переулков, потому что этот город состоит из них. И в этом его особенность. Второй трамвай в коллекцию считаем дальше. Напишите потом, какой вам больше всех понравился. Тут можно даже не смотреть на карту, а просто видеть проходы и идти прямо. Придешь туда, куда ты должен прийти. Так, нашли вторую часть велосипеда. Какая-то загадка, разбросанная по городу в виде частей каких-то транспортных средств. Это собака. Я вспомнила это место. У меня есть фотография вот ровно вот этого вот вида. Да, это, по-моему, то ли библиотека, книжный магазин. А еще, что интересно, если повсматриваться в стены, здесь есть какие-то маленькие детальки, да? На самом деле их гораздо больше. И интересно просто ходить, смотреть на эти стены, искать детали тут повсюду. А мы идем туда. Ребята, это DVD-диски. 4 за 10 евро. Что тут есть? Так, вот такой. Вот это вкус дыня и базилик. Кусочки видны базилика. Сказать, что это необычно, это мягко сказано. А в каком-то из поворотов можно увидеть вот такую вот красоту. Вот эта стена. Она даже, мне кажется, вот так выпуклая. Она для меня очень древняя.
Какой цвет, текстура, вот что просто не пошарпанный угол. Из этого сделали какой-то арт-объект. Вот посмотрите, это труба, я не знаю, стекает вода оттуда. Вот этот шарм города в деталях как раз-таки. Я восхищена, ребят. Вот эти вот райские для меня улицы, они имеют свойство заканчиваться. Так выглядят, да, примерно все улицы в этом средневековом старом центре города. А вокруг вполне себе обычный город, собственно, по которой я шла от станции. Я не знаю французский, но я подозреваю, что это улица Красной Шапки. И как бы, возможно, эти значки, они связаны с названием улиц. Да, все сходится. Улица Белого Коня. 9 утра. Мой путь к площади Комедии, главной площади, все еще лежит через эту улицу. Машина все еще почему-то находится там. Рок-стор. Судя по моему знанию английского, это, скорее всего, магазин рок-музыки. Вот он едет, мой цветочковый. Доброе утро, цветочковый трамвай. Нравится, что здесь в обычных супермаркетах вот очень вкусный и такой свежий сэндвич. Доброе утро, теперь я готова показать свое лицо сегодняшнее. Сейчас я иду на экскурсию, о которой сейчас подробнее расскажу, почему, куда и зачем, пока я иду. Расскажу про Монпелье. Этот город, в отличие от многих, он не основан римлянами. Он выглядит несколько иначе, он популярен, известен несколько по другим причинам, нежели... Это магазин с именем Жана. Вот по этим причинам он популярен, в отличие от воинских слав. Сейчас покажу. Жана. Я так радуюсь, когда вижу свое имя где-то. За счет чего он развивался? Торговля и за счет науки. Такое мы любим. Университет основан в 1220 году. Старейший действующий непрерывно университет. И что для меня особенно ценное в этом всем, спросите вы, наверное, если вы любите задавать вопросы. Старейший медицинский факультет, непрерывно действующий. Я очень хотела попасть в музей анатомии, но вчера вот в офисе туризма, собственно, я узнала, он пока закрыт на ремонт до следующего года, к сожалению. Будет повод еще один сюда вернуться. Есть такая возможность сходить просто на экскурсию в медицинский факультет по зданию, по залам, с рассказом от гида на 2 часа целых на английском. Вот эта атмосфера медицинских университетов, особенно каких-то с такой историей богатой, это то, к чему я питаю слабость. Хотела бы я учиться в таком, где-нибудь в той башне сидеть на биохимии? Однозначно хотела бы. Здесь и собор Святого Петра, и вот вход в медицинский факультет. Я в таком, знаете, состоянии, которое вызывает мурашки сейчас, потому что вся эта атмосфера меня очень пробирает. Епископ, который решает, кто из врачей сдал экзамен и будет врачом. Это Гиппократ, а это место, где давали клятву. Когда там сидели епископы, здесь сидели, здесь стоял студент. Такой вот резкий кадр. Зашли в лекционный зал. Мы попали в анатомичку. Такая она пустая, но кто знает, тот знает, зачем эти штуки. Вау. Я в восторге. Друзья, это вообще мне нравится, как коридор из Гарри Поттера, посмотрите. У меня прям какая-то сцена всплывает, где в похожем, таком же была сцена. Выглядят вот мои перезарядки. Зарядка телефона, еда. Там портретов очень много врачей разных висело. Представить, как эти люди лечили, учились тут, то, чему ты посвятил много лет своей жизни. Просто вот твое мышление сформировалось иным образом. Абсолютно не связанная с медициной какая-нибудь ситуация, и я вот как будто все равно прежде всего пропускаю через свой врачебный взгляд. В очередной раз как бы чувствую такую внутреннюю гордость и радость за то, что где бы я ни находилась, кем бы я ни была, я все равно прежде всего человек медицины. Все, клеймо на лбу, как говорится. Сделана, клятва Гиппократа дана, и все. От этого уже не отвертеться, не обнулить.
Называется Эспиладой Европы. Другой район, уже не центральный район Монпелье. Особенность этого района в чем, если туда тоже посмотреть? Архитектором задумка такая: сделать из бетона и стекла, все в таком греческом античном стиле. Река называется Лес. Можно я не буду шутить про то, что оно и видно, и так сделали свои выводы. Видели когда-нибудь подобную постройку? Это мой первый вопрос. Второй момент. Я боюсь выступающих балконов, а он из таких состоит. Но это красиво. Кто-то в отзывах даже написал, что не зря это один из самых красивых домов в мире. Я не знаю, это мнение этого человека или правда это где-то в рейтингах. Нравится ли вам такая конструкция? Вот как выглядит, когда более-менее пустынна площадь Комедии. Это опера. Это, собственно, сама площадь. Здесь ходят все трамваи разноцветные. И туда дальше идет такой парк. Ну, красавец. В моем рейтинге побеждает цветочковый трамвай. У меня к вам важный вопрос. Любите ли вы Мак-завтраки? Я еще со времен Сочи, Питера любила именно завтраки в Макдональдсе. В Испании нету Мак-завтрак. Вот пользуюсь возможностью поесть их. Место, где я сижу, оно находится прямо на площади. То есть просто можно смотреть на проходящих, спешащих куда-то людей. Сегодня будний день. Я пью кофе. Он из Мака, но вообще неплохо. Простые вещи, но насколько они вот такие как будто недооцененные. Интересно. В общем, я чувствую себя очень расслабленно и так, умиротворенно. Вот мы дошли до одной из популярных улиц. Это тоже вроде так просто, но так интересно. Я жду, когда эти дамы уже уйдут. Исторический момент, потому что тут всегда очень много людей. Опять же, если всматриваться в эти все детали на стенах, это просто песня. Так по-сочински сказала. Кстати, вот эти стены мне в какой-то момент еще такой марокканский стиль напоминают. Что-то в этом тоже схожее есть. Я даже фоткаться особо не хочу здесь, и просто сниму видео. Я просто стою здесь и наслаждаюсь тем, что пока здесь вообще никого нету. Как вам эта улица? Нравится или нет? Еще флажки сверху. Мне кажется, она очень прикольная. Не просто так она популярная. Красный, зеленый, фиолетовый, розовый, синий. Да, пол, конечно, кажется грязным, но по нему все еще очень приятно ходить. Он такой гладкий. Тоже, что создает шарм? То, что здесь очень много, наверное, ввиду творческих и студенческих людей. Очень много разных заведений. Кофеин, спешлти кофе такой. Винтажных магазинов очень много. Дизайнерских, книжных, дисков, винилов. Очень такая подборка магазинов здесь тоже очень органично вписывается в это все. Вот это еще одна из причин, почему этот центр вот особенно как-то западает в душу. Это маленькие гранаты. Вы тоже это видите? И там довольно много впереди еще. Творчество. Вот еще одно объяснение, почему средневековое. Посмотрите, вместо фонарного столба тут просто на цепях висит фонарь в проходе. Вот я такого не припомню где-то еще. Единственное место, где я могу найти свое имя на поле. Ну вот, мы подобрались к арке. Мне очень нравится это место, оно величественно. Мне нравится сейчас небо, отлично, что не светит солнце так ярко. И, как вы уже поняли, по моим рассказам, что в том году я здесь была. Проверяемся, да? Видно сзади арку. Из-за того, что в прошлый раз это была очень ускоренная версия, мне обязательно хотелось посетить этот город еще раз, чуть более основательно, вглядеться, изучить все эти улочки, все эти маленькие детали, которые там спрятаны. Самое интересное, что западают мне конкретно города, о которых я не знала до того, как в них приехала. И Монпелье в том числе. Я в каждом видео почти говорю, да, что мне какой-то город нравится. Но нравятся они тоже по-разному. У меня просто нет времени объяснять это каждый раз. Приходится урезать. Увы. Если интересно, тоже дайте знать, да. Я, скорее всего, это в какое-нибудь видео отдельное сформирую. Такое подытоживание городов, всех тех, где я была. И какие-то комментарии отдельно по каждому дам, в том числе по Монпелье.
Я его однозначно советую, если вдруг присматривались, думали. В нем есть вот свой такой шарм.